Привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим про цену биткоина. Ну, в общем, что у нас было ожидание, было предположение, да, изначально, опять же, Атлант у нас лонговый, цели были указаны, первую цель мы достигли, то есть вот оно у нас здесь находится, да, выход из вот этого накопления – это ближайшие цели. И здесь у нас четкое было сначала касание 28 666 и следующее закол в... Так, это у нас прям нижняя грань. Это по Фибоначчи вот этот был вымерено было по Фибоначчи. Прям четко пришли, видите, да? То есть верхний пик 28 727. Далее, далее идут опять же вливания, и скорее всего выше пойдем и закроем мы следующую цель, потому что направляемся в эту сторону. Осталось совсем немного. Опять же, обратите внимание, где произошло вот это движение, где оно происходит. У нас окно повышенной волатильности. Вот его начало, вот его конец. На начале окна повышенной волатильности цена резко взлетает сюда. Ребят, сейчас вот опасный момент такой, то что дальше, вероятно, мы придем к вот этой вершине. То есть сейчас что еще может быть? Да, Атлант у нас лонговый. Я сейчас лонг прикрою. Часть лонга прикрою, то есть у меня позиции лонговые открытые. И то, что в безубытке, я на продолжение движения. То есть мы пришли к 28, и я говорил, 27-28, я говорил, что я останусь после этого, буду оставаться боком дальше. Разъяснять, что и почему, это уже давно все было объяснялось, как это будет, как, куда деньги, что это переливаются, какие активы, с каких и банки, и если вы не понимаете, о чем речь, посмотрите различных трейдеров, они вот именно новостники, да, которые новости объясняют. Там все это дело разжевывается. Я не разжевываю новости, я занимаюсь тем, что я занимаюсь трейдами, да, чисто смотрю на график, мне новости особо не особо интересны на самом деле. Но нужно понимать, когда это все будет происходить. И у нас есть момент сейчас, да, по ФРС, они должны будут, сколько это по времени, в 21:00 ФРС и пресс-конференция. То есть сейчас смотрите, что происходит. Сейчас сильно идет пампят, да, это все. Кстати, объем здесь был, и здесь кто-то объем прям влил. Надеюсь, этот человек не будет выходить из этого момента. Так. Этот не человек, это группа лиц или, в общем, понятно, институциональные инвесторы забросили нас наверх. В закрытой группе скидывал тоже. Еще было такое предположение, когда вот здесь расторговка была, и на второй свечке я предположил, что нас могут слить вниз и уйти, здесь сделать V-образный такой разворот перед ФРС, чтобы на ФРС нас поднять наверх. Но сейчас, на самом деле, немножко пугает тот момент, потому что когда закинули сюда и рисовали вторую, третью свечку, я удалил этот пост, потому что повышенные объемы не показывают этот нисходящий, вниз не давят совершенно, да и у медведя сил нет. И Маск это давно еще говорил, что у медведя сил нет. И у нас вот такая структура, которая может отработать наверх. Ну и вы видите, да, мы сейчас наверх пробились в эту область. Сейчас здесь накопление или еще сразу выше пойдет, или будет накопление и поход наверх на вот этот объем, который здесь насобирали. Объем очень хороший. Вниз пока не вижу. То есть по целям видно, что цель была ранее указана, к цели пришли. Отработка. Ребята закрывают первую сделку. Господи, вы с плечами аккуратней, и Бэйбит мне сюда не надо. Бэйбит опасный. Как нагло Бэйбит закрывает. Первый раз закрывал, там не обратил внимания. При 28,660 закрылось 28. Вот так вот. Вот Бингис 100 подтверждается каждый раз. Ну вот, негативный момент там, да, позитивный момент показали. Вот BingX у нас. Смотрите, человек отторговался на бирже Bybit, ставил take
Тейк ставил на 28 660. Байбит закрыл тейк на 28 550 по-свински на самом деле. Натали, да, это так действительно и происходит. У них цена закрытия по тейку, да и это на большинстве бирж. Ставишь тейк ставишь 28 600, закрывают, ну, на целых $100 они человека обманули, получается. Поэтому даже бывает в ручном режиме закрываешь, они делают зависают немного и потом закрывают ниже намного, ну, в смысле, к себе в плюс. Такой момент есть. Bybit это не... И Binance тоже. Вообще много бирж. Именно для торговли биржа, пока ее еще не переплюнула ни одна, которую я знаю, это BingX. BinX. Ну да, нажал, да, значит закрылся. По тейку надо. Если по тейку закрываешь, они немножечко, ну, $50, наверное, украдут. Так, в общем, отлично. Да, пришли к цели. И вот если сейчас нас сюда вернут, сделают даже небольшой закол вниз или пройдут вниз, коснутся ретест этого уровня сделали бы, то есть не пошли, нехорошо то, что такой рост идет на самом деле, потому что у нас ФРС будет, и это на ожиданиях рост. Вот по-хорошему бы нам сейчас обратно вниз вернуться сюда, потянуть в боковике и на ФРС переживать эти новости и после этих новостей пойти расти. Вот это было бы самое нормальное, здоровый, оптимальный такой и движение, и рост. Двигаемся, да, вот пробили вот эту трендовую, хотя бы на ней закрепиться, отретестить и пойти наверх как раз. А здесь у нас тоже вот этот канал, в котором мы двигаемся, да, но у нас, да, тоже выход из этого канала у нас дальше по Фибоначчи опять же идут цели сюда и следующего 29 342 и 29. Ну и видео можете посмотреть старые обзоры и видео эти моменты проговаривал. Торгую я на бирже BinX. Изолированная маржинальная торговля. Здесь лонг позиции открывались. Изолированная, каждая позиция по отдельности открывается. Изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах позволяет это делать. Еще раз, изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах. Это не кросс-маржиналка. Это не нужно. Открыл одну позицию, она у тебя в минус идет. Ты туда подливаешь маржу, подливаешь, чтобы тебя ее не выбило. Она идет, пока весь депозит не сожрет. То есть такое постоянно происходит. Редко, когда тебе повезет, и ты зайдешь с нами, да, вот здесь, например, как мы заходим, и пойдет рост. То есть нужно уметь читать график. Вот это предположение, что мы вот в эту область придем, было еще вот здесь. Ну, хотя эта проторговка здесь была. Ну, где-то вот в этой области это я предполагал, что мы сюда придем. Первую цель, можно сказать, закрыли. Вот она была. Остальные цели посмотрим дальше. Как будет дальше торговаться. Все, пока. Спасибо за внимание. Потом посмотрим, что еще сделает ФРС позже. И новости, и что у нас с графиком. Атлант лонг. Вышли вверх. Торгую на бирже BingX. Изолированная маржиналка на стандартных фьючерсах. Подписываемся. Ссылки внизу в описании. И приходите к нам в телеграм-канал. Тоже в закрытой группе все эти моменты обсуждаем. Оговариваем. Думаем, куда пойдем. Всем удачи. Спасибо за внимание. Пока-пока.